Сердобольный Евгений Кулагин преподавал в филиале Самарского университета путей сообщения. Параллельно занимался благотворительностью, переводил деньги в собачий приют. Евгений Павлович решил привлечь к зоозащитной деятельности и своих студентов. Предложил им тоже начать жертвовать на корм песикам, а взамен – зачеты автоматом. Деньги переводили на счет приюта. Преподаватель уверяет, себе не брал ни копейки. Я совершил просто страшное преступление. Взял у старосты деньги для передачи в приют бездомных животных, сообщил профессор Нижегородского филиала. Студенты, которые прогуливали пары, могли получить зачет после того, как перечисляли деньги приюту для бездомных животных. Таким образом, профессор помогал бездомным, покалеченным, выброшенным животным в течение 3 лет, за что ему очень благодарны волонтеры этого приюта. Но однажды староста группы решил собрать деньги и принести их наличкой, уговорив профессора взять эти деньги лично. На зачет взял 47 тысяч рублей и позвал полицейских. Профессора задержали за взятку. Ему грозило до 8 лет лишения свободы. Разбирательство длилось около полугода. Евгению Павловичу пришлось уволиться, из-за стресса он стал плохо ходить. За пенсионера вступился директор того самого приюта, подтвердил, что им на протяжении 3 лет приходили крупные суммы. Деньги к нам приходили в течение 3 лет достаточно серьезными суммами. Правда, не от него, а конкретно от каких-то разных людей. Потом он звонил и спрашивал, приходили ли деньги. Говорил, что это от него, рассказал руководитель приюта для животных Александр Головкин. Также все зоозащитники и неравнодушные люди встали на защиту немолодого профессора, который занимался благотворительностью в пользу обездоленных братьев наших меньших, жизни и тела которых были порой покалечены по вине людей. Даже гособвинение не запросило для профессора лишения свободы, а запросило 100 тысяч рублей штрафа. Евгения Кулагина суд оштрафовал на 90 тысяч рублей, то есть назначил сумму даже меньшую, чем просило обвинение. Профессор говорит, что обжаловать такое решение не намерен. 90 тысяч – это что? У меня пенсия 20 тысяч. 4 пенсии так сэкономлю. Зарплаты нет уже, не работаю. Поэтому будем копить, сказал он. Ближайшие 4 месяца финансово помогать приюту профессор не сможет, но уверяет, что обязательно, как только расплатится с долгом, продолжит помогать этому приюту уже со своей пенсии.